Всем привет, добро пожаловать на очередной видеоподкаст. Честно говоря, устал за эти 2 дня. Давайте я вам расскажу, чем занимался. Возможно, информация будет интересна. Кстати, сегодня утром получил большое количество сообщений в личку на своем канале Boosty. Там серьезные вопросы. Один уважаемый подписчик раздумывает купить компьютер Apple, спрашивает моего совета. Другой собирается сделать апгрейд. Очень много сообщений относительно 2 видеокарт. Уважаемые мои подписчики, я обязательно всем вам постараюсь ответить в ближайшее время, потому что вопросы у вас действительно серьезные и требуют от меня просто времени. Вот такой вот расклад. Ну ладно, рассказываю, что было. Смотрите. Где-то примерно месяц тому назад я собирал за свои деньги, о чем снимал видеоподкаст одному знакомому. Я подробностей говорить не буду. Данному человеку 70 лет, живет в пригороде Санкт-Петербурга. Как я говорил, встретились случайно, раньше работали вместе и так далее, и так далее. Компьютер у него старый, Pentium 4, давно сломался, компьютера нет, человек мечтает. И тогда я сказал, помните, да, окей, у меня есть там комплектующие. Я вам соберу бесплатно компьютер, все нормально, поставлю операционную систему, привезу. Он вполне подойдет для того, чтобы новости читать, для того, чтобы фильмы смотреть старые советские, и так далее, и так далее. Это не игровой, это офисный компьютер. На что я получил просьбу. А как понимаете, это святое дело. Алексей, пожалуйста, поставьте мне российскую операционную систему. Хорошо, я сказал, поставлю вам российскую операционную систему. И потом я отвез этот компьютер, и, собственно говоря, я про эту тему забыл. И вот, что происходит дальше. Насколько я понимаю, опять же, если верна информация, потому что сам человек мне не позвонил, ему было стыдно позвонить мне. Но он отправился в магазин и купил Bluetooth адаптер для того, чтобы подключить свои старые Bluetooth наушники, чтобы вечером никому не мешать, когда он смотрит фильмы, и так далее. В общем, воткнул он Bluetooth адаптер, не работает, не определяется, как настраивать, разумеется, не знает. Далее он купил веб-камеру, потому что он хочет общаться со своими друзьями, со сослуживцами, с коллегами по работе, там, допустим, ВКонтакте, видеообщение и так далее. И аудио, разумеется, а веб-камера — это и микрофон, и картинка. Подключил данную веб-камеру, тоже не работает. Он ожидал как? Что он подключит, и это просто работает. Однако этого не произошло. Опять же, по какой-то непонятной причине постеснялся мне позвонить, узнать. Наверное, было неудобно человеку. И так, как говорится, получил бесплатно компьютер. Но это неправильно он сделал. И вот что он дальше, какое решение принимает. Открывает объявление Авито. Это не реклама, просто я вам говорю честно всю информацию. Открывает объявление Авито. А там сколько? Навалом этих. Мастер по ремонту компьютеров, переустановка операционных систем, настройка и так далее. Все под ключ. В общем, позвонил. Объяснил ситуацию, что он живет в пригороде Санкт-Петербурга. На электричке примерно 40 минут. Район Курорт. Кто живет в Санкт-Петербурге, тот прекрасно знает и данный район, и данный великолепный пляж. И я там довольно часто бываю. Ему сказали: хорошо, но имейте, пожалуйста, в виду, выезд будет стоить 3000 рублей, плюс, разумеется, работа. Он говорит: хорошо, у меня есть деньги с пенсии, все нормально, пожалуйста, приезжайте. И вот данный специалист к нему приехал домой. Он посмотрел компьютер, он его вскрыл, он его вскрыл. А потом он посоветовал ему следующее. Вы знаете, я, конечно, вам могу подключить и данный Bluetooth, и данную камеру, но сразу хочу сказать, что в будущем приготовьтесь потратить большую сумму денег, так как у вас будут постоянные проблемы и так далее. Вот моя визитка. Само это подключение будет стоить 5000 рублей. Но все-таки я вам советую переустановить операционную систему. Потому что данная операционная система, при всем уважении, она сложная для вас. Заметьте, самое главное, я хочу сказать, я ничего плохого не собираюсь говорить про российские операционные системы.
И вы прекрасно знаете, почему я установил российскую операционную систему. Потому что человек меня об этом попросил. Хотя я помню ваши комментарии. Когда вы мне писали: Алексей, что ты делаешь? Зачем человеку, которому 70 лет, ты устанавливаешь такую сложную для него операционную систему? Ведь это сложные будут настройки. Поменять картинку на рабочем столе. Сделать какие-нибудь настройки относительно сети, безопасности, в конце концов просто установить элементарно софт. Несмотря на то, что там есть магазин приложений, и как мы выяснили из предыдущего видеоподкаста, не надо работать относительно терминала. Но тем не менее, это оказалось для него слишком сложно. Он это понял. В общем, он говорит этому мастеру: ну хорошо, а вы можете мне переустановить более легкую операционную систему? Какую операционную систему вы мне посоветуете установить так, чтобы в будущем она работала хорошо, стабильно, и если я что-то буду покупать, чтобы эта операционная система сама устанавливала, подключала, я имею в виду драйвера и так далее. И мастер ему посоветовал, говорит: давайте я поставлю на ваш компьютер операционную систему Windows 11. Он спрашивает, сколько это будет стоить. Ему говорят от 10 до 12 тысяч рублей. Разумеется, таких денег у него нет. Он сказал спасибо, заплатил данному мастеру 3000 за выезд. Как говорится, по-любому нужно платить. Никто бесплатно на электричке 40 минут не поедет. Вот. И все. А дальше он принимает решение: надо копить деньги, вызывать снова этого гуру, специалиста, чтобы он поставил более легкую операционную систему. И вот про все это, то, что я сейчас вам рассказал, мне об этом рассказали вчера вечером. Вы представляете мою реакцию? Во-первых, я взорвался. Почему человек мне не позвонил. Я ведь деньги не беру, а ему было стыдно. Во-вторых, черт побери, я смотрю на время, а уже поздно вечером. На машине ехать туда — это гиблое дело, потому что пятница вечером, все дачники, там такая пробка, можно целый бак потерять бензина, только чтобы доехать туда. Короче говоря, вчера вечером я подлетаю к метро «Старая деревня», но опять же, кто живет в Питере, тот прекрасно знает. Покупаю 2 билета на электричку. Цена билета 65 рублей. Быстро сажусь на электричку. 40 минут и я, пожалуйста, район курорт. Забегаю, вежливо разговариваю, сидим, чай пьем и так далее. И я забираю этот компьютер. Наверное, вы хотите спросить: Алексей, зачем тебе вести этот компьютер? Взял бы USB-шную флешку, взял бы там Windows 10, Windows 11. Вы понимаете, там проблема относительно света, это риск. И там проблема относительно интернета. Я не говорю, что там нету света, и я не говорю, что там нету интернета, но довольно часто возникают заморочки. И я подумал, действительно, это риск. Для меня гораздо проще, да и дешевле, да и меньше по времени, просто тупо его обратно забрать. И вот вчера, в пятницу, где-то примерно уже 12 часов ночи было. Собственно говоря, поэтому в начале видеоподкаста я и сказал, что не смог многим своим уважаемым подписчикам, кто подписан на мой канал Boosty, ответить. Так вот, где-то примерно в 12 ночи я приехал обратно с данным компьютером. А сегодня утром, во-первых, я его вскрыл. Мне было интересно посмотреть, не украл ли какие-нибудь детали этот чертов мастер из Авито. Не реклама, просто говорю. Я его вскрыл, посмотрел, да, детали все присутствуют, хотя заднюю стенку он почему-то, скажем так, вытащил, не знаю почему. Компьютер не нагревался и температуры были нормальные. Ладно, бог с ним. Короче говоря, я его заново собрал, быстро создал USB-шную флешку с операционной системой Windows 10. Да-да, не кидайте в меня камни, почему не 11-я винда, именно 10-ка. Потому что, слушайте, я ведь читаю новости относительно 11-й винды. Я думал снимать видеоподкаст, говорить, что
Через месяц, через два компания Microsoft разошлет всем эти обновления, и будут проблемы, TPM 2.0, регистрация там. Но мы обсудим эту тему. В общем, я не хочу реально рисковать. Не хочу рисковать этими корявыми обновлениями для 11-й винды. Ну, это не тот случай, понимаете? Поэтому я принимаю решение, да, ставить именно 10-ку. Нормальную 10-ку со всеми обновлениями, со всеми активациями и так далее, и так далее. Ну и все. Единственное, что я сделал, я создал флешку с программой QDisk. Помните, я снимал видеоподкаст? И перед установкой операционной системы Windows 10 мне пришлось заново отформатировать все. Ну, вернее, удалить всю информацию, в ноль стереть, потому что я не знаю, что это там Кулибин, который приезжал, ковырялся, черт его знает. Да и, честно говоря, всегда хорошо ставить операционную систему на чистый жесткий диск, когда один раздел, короче говоря, все стер в ноль, поставил 10-ку, разумеется, ввел лицензионный ключ, нажал на все обновления, обновил операционную систему. Что касается отключения обновлений, я не стал делать. Не надо. Не так часто компания Microsoft выпускает обновления для 10-ки. Поставил веб-браузер, поставил Яндекс веб-браузер. Почему Яндекс? Это не реклама. Потому что, опять же, я читал информацию в интернете, и вы читали эти сертификаты безопасности, западные веб-браузеры. Многие российские сайты перестали открываться. Ну зачем человеку такие проблемы? Правильно? Зачем? Ему 70 лет. Зачем ему этот головняк? Поэтому поставил Яндекс.Браузер, сделал необходимые закладки, там госуслуги, там Яндекс Новости и так далее, и так далее. И вот сегодня, после того, как этот компьютер заново был полностью готов, я снова положил его в коробку, снова положил в пакет, снова сел в метро, да-да, в метро, доехал до метро «Старая деревня», вышел оттуда и, собственно говоря, купил билет на электричку и отвез человеку. Вот такой вот расклад. Так что вы теперь прекрасно понимаете, чем я занимался и пятница вечер, и суббота весь день. Вот и все, что я хотел вам рассказать. Ставьте лайк, ставьте дизлайк, пишите комментарии, кто что думает по этому поводу. Но я считаю, что это правильное решение. 10-ка винда для такого человека самый лучший вариант. Но больше всего меня удивило это суммы. Это суммы, которые берут уважаемые господа профессионалы за установку операционных систем, за настройку. Хотя, с другой стороны, знаете, я тоже их осуждать не буду. Никто за 1000, за 2 геморроиться не будет. Может быть, так и надо, черт его знает. На сегодня все. Надеюсь, что информация была полезна. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Как я сказал, если будут дополнительные вопросы, macOS, Hackintosh, покупка компьютера Apple или сборка Hackintosh, пишите мне в личку на мой канал Boosty. Постараюсь ответить. Всем удачи и пока. Мира всем.